Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я собрала сразу 5 тортов без выпечки. Все торты легкие в приготовлении и каждый вкусный по-своему. Думаю, вы найдете для себя подходящий рецепт в этой подборке тортов. Первым приготовим торт без выпечки с малиной. Готовится очень просто и из доступных продуктов. Такой торт выручит не один раз, когда не хочется печь, а приготовить что-то сладкое хочется. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим крем. В миску кладем 300 грамм творога, насыпаем 150 грамм сахара и наливаем половину ряженки. Всего понадобится 500 мл ряженки. Творог измельчаем погружным блендером до однородной массы. Творог можно использовать любой жирности, но лучше брать пожирнее. Ряженку тоже желательно взять с жирностью 4%. В хорошо измельченный творог доливаем оставшуюся часть ряженки. И все хорошо перемешиваем. Берем 500 грамм овсяного печенья и разламываем его на более мелкие части. Печенье кладем в измельчитель. Измельчаем до мелкой крошки. Получившуюся крошку насыпаем в уже приготовленный крем. Я измельчаю печенье в несколько подходов, так как за один раз все не помещается. Крем с крошкой хорошо перемешиваем до однородности. Складываем торт. Берем миску объемом примерно 3 литра и обкладываем ее в середине пищевой пленкой. Предварительно миску нужно смочить водой, для того, чтобы пленка лучше прилипала к стенкам. Края пленки оставляем снаружи, чтобы потом можно было их завернуть наверх. Первым слоем в миску кладем смесь из печенья и ряженки. Равномерно ее распределяем по дну. Следующим слоем кладем малину. Сначала выкладываем малину по краю так, чтобы она прилегала к миске. Затем заполняем все оставшееся пространство малиной в один слой. Сверху кладем второй слой из печенья и ряженки. Рассчитывайте массу так, чтобы ее хватило на 4 слоя. Аккуратно его разравниваем. Снова кладем слой из свежей малины. По желанию малину можно заменить другими ягодами или фруктами по сезону. Например, можно использовать персики. А если нет свежих, то можно использовать даже консервированные. Третий слой из печенья и ряженки. Опять слой малины. И на него выкладываем последний слой из печенья и ряженки. Первый и последний слои в торте обязательно должны быть из печенья и ряженки. Между ними делаем 3 слоя из малины. Сверху торт накрываем пищевой пленкой. Ставим настаиваться на пару часов, я оставила на целую ночь. Торт настоялся, достаем его из холодильника и открываем пленку сверху. Накрываем миску блюдом и переворачиваем.
Сверху торт украшаем ягодами малины и листиками мяты. Торт без выпечки из овсяного печенья получился красивым и очень легким в приготовлении. В нем прекрасно сочетается сладкое печенье и свежая малина с легкой кислинкой. Обязательно приготовьте такой торт. Вторым приготовим красивый торт без выпечки с фруктами. Он готовится настолько просто, что справится каждый. Продукты очень доступные и их немного, а особую изюминку и красоту торту придают нектарины. Сначала подготовим основу для торта. 300 грамм песочного печенья ломаем и кладем в измельчитель. Все измельчаем до мелкой крошки. Так как измельчитель у меня небольшой, то я измельчала крошку в 2 подхода. Приготовленную крошку высыпаем в миску. Сюда же наливаем 300 грамм растопленного сливочного масла. Все перемешиваем до однородности. Эту массу высыпаем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Равномерно ее распределяем и утрамбовываем ложкой. Диаметр моей формы 21 см. Ставим в холодильник застывать. Пока застывает основа для торта, готовим творожный слой. В мисочку насыпаем 15 грамм желатина и наливаем 100 мл воды. Все перемешиваем и оставляем на 10 минут набухать желатин. В большую миску насыпаем 800 грамм творога. Вилкой разминаем творог, чтобы измельчить крупные склеившиеся кусочки. Творог можно использовать любой жирности. По желанию творог можно измельчить погружным блендером. Сюда же наливаем 1 банку сгущенки. Все перемешиваем. Желатин уже набух, распускаем его в микроволновке. Греем по 10 секунд каждый раз перемешивая. Так повторяем 3-5 раз. Желатин должен нагреться примерно до 50 градусов. Нагретый желатин выливаем в творожную смесь в 3 подхода. Каждый раз сразу же хорошо перемешиваем. Творог желательно достать из холодильника за 10-15 минут до приготовления, чтобы он немного согрелся. Тогда при введении желатина не будут образовываться желатиновые комочки. Приготовленную массу выкладываем на остывший слой из печенья. Равномерно распределяем его по всей форме и оставляем на столе. Два нектарина или персика разрезаем пополам и вынимаем косточку. Половинки нектарина нарезаем пластинками толщиной 2-3 мм. Сразу же, пока торт еще не застыл, пластинки нектарина вставляем в торт. В центр кладем кружочек из нектарина, а вокруг него вставляем пластинки кожурой вверх. Вдавливаем их в творожную массу. Так украшаем весь торт. Также у меня на канале есть и другие рецепты тортов без выпечки. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Готовый уже украшенный торт ставим в холодильник застывать минимум на 2 часа. Торт застыл. Аккуратно тонким ножом проходимся между тортом и формой. Снимаем форму и переставляем торт на блюдо. Творожный торт с нектаринами получился очень вкусный и в меру сладкий. Нектарины придают ему не только красивый вид, но и дополняют вкус. Готовится такой торт очень просто и достаточно быстро. Третьим приготовим экспресс-торт без выпечки с малиной за 15 минут. Он всем нам знаком с детства, но я его приготовлю с небольшой изюминкой, которая очень гармонично вписалась в этот торт. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим крем для торта. В миску кладем 180 грамм мягкого сливочного масла. Масло взбиваем миксером 1-2 минуты до побеления масла.
Ко взбитому маслу добавляем 1 банку вареной сгущенки. Опять все взбиваем до однородности. Складываем торт. Кладем в вафельный корж и смазываем его кремом. Удобнее всего наносить крем силиконовой лопаткой. Крем толстым слоем наносить не нужно. Достаточно просто замазать кремом все углубления в вафельном корже. Остатки крема снимаем в мисочку. Точно так же кладем второй корж и смазываем его кремом. На крем второго коржа выкладываем ягоды малины. Накрываем следующим вафельным коржом и прижимаем малину. Наносим крем. Точно так же кладем еще 2 вафельных коржа и смазываем их кремом. Для торта я использовала 7 вафельных коржей диаметром 22 см. На крем 5-го коржа снова кладем ягоды малины. Всего для торта вместе с украшением понадобится 400 грамм малины. Сверху торт накрываем еще 2 вафельными коржами. 2-3 столовых ложки крема оставляем для украшения торта. Самый верхний корж пока что смазывать не нужно. Торт накрываем доской и кладем небольшой груз. Все ставим в холодильник застывать на 1 час. Торт застыл и пропитался. Смазываем его сверху оставшимся кремом. По кругу торта выкладываем ягоды малины. Также торт украшаем листиками мяты. Торт готов, можно подавать на стол. Вафельный торт с малиной получился очень вкусным и ароматным. Сладкий крем отлично разбавляет кисло-сладкие ягоды малины. Обязательно его приготовьте, это очень просто и быстро. Четвертым приготовим нежный и очень вкусный торт без выпечки. Готовится он несложно и получается его много. Сначала подготовим форму, в которой будем собирать торт. Дно формы застилаем пергаментной бумагой. У меня квадратная форма размером 24 на 24 см. По бокам формы ставим ацетатную пленку. Если нет ацетатной пленки, то можно вместо нее поставить пергаментную бумагу. Готовим шоколадный слой. В сотейник ломаем 100 грамм темного шоколада и наливаем примерно 80 мл молока или сливок жирностью 10-15%. Все ставим на плиту на очень маленький огонь. Постоянно перемешивая, топим шоколад. Перегревать шоколад нельзя, иначе он свернется. Когда большая часть шоколада уже растопилась, снимаем сотейник с огня и продолжаем размешивать до однородности. В растопленную шоколадную смесь насыпаем 2 стакана воздушного риса в карамели. По весу это 160 грамм. Все хорошо перемешиваем. Вместо воздушного риса можно использовать шарики или фигурки из сухого завтрака. Приготовленную смесь выкладываем на дно формы и аккуратно выравниваем ее по всей поверхности. Форму ставим в холодильник, а тем временем приготовим основную часть торта. В миску насыпаем 25 грамм желатина и наливаем 150 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем и оставляем набухать на 10-15 минут. В миску насыпаем 500 грамм творога. Сюда же добавляем 10 грамм ванильного сахара, 300 грамм сахара и наливаем 100 мл сметаны или густого йогурта. Все измельчаем погружным блендером до гладкой однородной массы. В отдельную миску наливаем 500 мл холодных сливок жирностью не менее 30%. Сливки начинаем взбивать сначала на маленькой скорости и постепенно ее увеличиваем до максимума. Чтобы сливки хорошо взбились, они обязательно должны быть очень холодными, а посуда и венчик сухими и чистыми. Во взбитые сливки добавляем уже подготовленную творожную смесь. Все перемешиваем до однородности.
Желатин уже набух, растапливаем его на маленьком огне. Температура растопленного желатина должна быть примерно 50-60 градусов. Нагретый и растопленный желатин вливаем во взбитые сливки с творогом. Вливать нужно тонкой струйкой, при этом постоянно перемешивая. Весь желатин сразу вливать нельзя, иначе масса может пойти комками. В готовую творожно-сливочную массу насыпаем 3 стакана воздушного риса в карамели, по весу это 240 грамм. Все перемешиваем лопаткой. Достаем форму с шоколадной основой из холодильника и всю приготовленную массу выливаем в форму и аккуратно ее разравниваем. Торт ставим в холодильник минимум на 2 часа, чтобы все застыло. Сливочная масса уже застыла, готовим шоколадную глазурь. В сотейник ломаем 200 грамм черного шоколада и наливаем 100 мл молока. Ставим на плиту и топим шоколад на маленьком огне, постоянно перемешивая. Когда больше половины шоколада растопилось, снимаем сотейник с огня и продолжаем перемешивать до однородности. Будьте внимательны, не перегрейте шоколад, иначе он может свернуться. Готовую шоколадную глазурь сразу же выливаем на застывший торт и равномерно ее распределяем по всему торту. Пока шоколадная глазурь не застыла, сверху посыпаем ее воздушным рисом в карамели. Готовый торт ставим еще раз в холодильник, чтобы застыл верхний шоколадный слой. Застывший торт вынимаем из формы. Снимаем ацетатную пленку, пергаментную бумагу и переставляем на блюдо. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился очень вкусным и нежным. В нем отлично сочетается воздушный сливочный слой с шоколадом и карамелизированным воздушным рисом. Пятым приготовим торт Рафаэлло без выпечки. Готовится такой торт очень просто и быстро. С его приготовлением справится каждый. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим заварной крем. От 1 литра молока отливаем 300 мл. Оставшиеся 700 мл молока наливаем в сотейник и ставим на плиту. Пока закипает молоко, в отдельной емкости смешиваем 3 столовых ложки муки, 8 грамм ванильного сахара, 1 стакан сахара, 3 столовых ложки крахмала и 2 желтка. Перемешиваем, насколько это возможно, и добавляем оставшиеся 300 мл молока. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Получившуюся смесь постепенно наливаем в закипевшее молоко, при этом непрерывно перемешивая. Крем варим на небольшом огне до загустения, при этом крем должен закипеть. Готовый крем остужаем до комнатной температуры. 200 грамм мягкого сливочного масла взбиваем до бела. К нему постепенно добавляем уже остывший крем. Торт собираем в форме, застеленной пергаментной бумагой. Размер моей формы 24 на 24 сантиметра. Для приготовления торта понадобится 500 грамм песочного печенья. Печенье выкладываем в один слой и смазываем его приготовленным кремом. Дальше опять кладем печенье. И так продолжаем, пока все не закончится. У меня получилось 3 слоя печенья. Последним слоем кладем крем. Сверху крем обильно посыпаем кокосовой стружкой. Ее понадобится примерно 100 грамм. Торту даем настояться примерно 2 часа в холодильнике и подаем на стол. Торт Рафаэлло получился очень вкусным и нежным. В нем отлично сочетается мягкое песочное печенье, нежный заварной крем и ароматная кокосовая стружка. Обязательно приготовьте такой легкий тортик, это очень вкусно и доступно.
Если вам понравились такие рецепты тортов без выпечки, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.